Всем привет! Сегодня я хочу показать свои работы гуашью за 1,5 года, которые у меня до сих пор сохранились, я их не выбросила или не продала. Самый первый мой рисунок гуашью — это Эсмеральда, он и первый по времени, и первый в видео. Он оказался слишком большого формата для меня, достаточно тяжелым в исполнении, и я его как-то так и забросила. Тогда я гуашью рисовала не очень хорошо и как-то разочаровалась. Спустя пару месяцев я решила попробовать вернуться к гуаши и нарисовала свой очень странный сон. Мне снилось, что я снова в лагере, в котором я отдыхала в детстве. На заднем плане вы видите здание кухни, сбоку это был жилой корпус. Но во сне все было разбитым и сломанным. Я не знаю, почему так. Я до сих пор уверена, что этот лагерь живет и процветает. Не так давно там был ремонт, старые корпуса снесли, сейчас там красивые, новые, с новым ремонтом, внутри все обито деревом, вообще супер. Следующий рисунок — это Офелия, я ее показывала раньше, сейчас посмотрим более детально. Я ее рисовала, наверное, месяца 3, очень долгая, выматывающая работа. Мне до сих пор очень сильно не нравится лицо, но нравится драпировка. Вот как она здесь, мокрое платье, в воде выглядит. Кажется, мне удалось это передать. Также плавные линии на волосах, хотела передать текучесть воды, но, мне кажется, переборщила с серебряными вставками волос. Здесь я делала объемный узор по краям, слегка переборщила с толщиной, там видно, что он слегка скололся. Я пройдусь клеем сверху аккуратненько кисточкой и закреплю все это, так что не будет отваливаться. Сейчас я гораздо меньше делаю толщину узоров, и таких проблем нет. Также не стоит делать это прям с краю листа. Очень сложно будет поставить потом в рамку только с паспорту или использовать в качестве открытки где-нибудь на стене привешенной, что-то подобное. Лилии все нарисованы весьма схематично. Листки лилии мне тут совсем не понравились. Они слишком сильно выбиваются. И следующий рисунок — это гранаты. Также я их показывала, я их рисовала на стриме. Гранаты были нарисованы на новой для меня бумаге, и эта бумага мне не понравилась. Это бумага хлопок от Палаццо. И этот хлопок очень сильно съел цвет гуаши. Это удивительно. Обычно хлопок ест акварель, а с гуашью у меня таких проблем не было. Но тут можно видеть, как у хлопка Палаццо есть такие ворсинки. Вот их было очень тяжело перекрыть, они до сих пор выступают, и гуашь ложилась такими соплями. И вот внизу, где задний гранат, видно, что слегка поблескивает. Это поблескивает не краска, это поблескивает именно вот эти ворсинки, которые сильно впитали в себя краску и сильно впитали связующие от нее. В восторге просто я от драпировки в самом низу, около ножа. Это должен был быть нож, которым разрезали гранат. Вышло весьма неплохо. Тут я попытаюсь вам показать все переливы цветов, но из-за съеденного цвета гуаши это достаточно тяжело. Поверьте, раньше оно было лучше. Рисунок, наверное, второй гуашью полноценный за все время, когда я рисовала. Очень нравится мне графичный стиль листков, вот этой зелени сзади. Очень легко, очень быстро было его делать. И здесь у меня началась любовь к объемным узорам гуашью. Я попыталась их сделать, но да, вот тут видно, что они слегка прилеплены. То есть я их пальцами пыталась утрамбовать, но это
плохая идея, лучше использовать зубочистку, а не пальцы. Иначе все будет слишком грязно выглядящим на фоне. Тут видны эти проблемки. В принципе, рисунком я довольна. Рисунок у меня не выгорел. Также я собираюсь напечатать открытки, пока не знаю, с какими работами, но что-нибудь придумаю. Но это совсем неинтересная работа. Она у меня почти не нарисована никак. Я, наверное, здесь час гуашью порисовала и все. Я разочаровалась в данной сцене. Мне она показалась какой-то очень банальной, очень скучной. Плюс у меня уже были рыцари. Зачем повторяться? Так что не будем на этой работе прям долго задерживаться. И самая моя, на мой взгляд, любимая работа, самая успешная. Она мне очень нравится, но красиво ее сфотографировать просто невозможно. Мне очень нравится, как вышло здесь лицо, но камера не передает этого, потому что задний фон очень яркий, а лицо более темное. И камера съедает этот цвет, и оно получается просто плоским темным пятном. Также здесь у меня очень много золота на одежде. Ну, епископ же должно быть дорого-богато, но это тоже создает проблемки при фотографировании. Здесь я прям под углом подставила. Золото здесь есть и в одежде, и даже на фоне, и в волосах. Это, по-моему, первый рисунок, который я рисовала, как у меня появилась золотая гуашь. Отдельная такая баночка. Она до сих пор у меня стоит. Очень мне нравятся блестяшки от Химии. Они не выгорают, они очень послушные, очень мягкие. Так что всем советую. Они еще очень дешевые. Это просто восхитительно. Также мне нравится, как получилось передать пыль. То есть, когда у вас есть яркий луч света, и вы идете по квартире, можно увидеть пылинки в воздухе. Вот здесь я придумала, что можно их сделать щеткой. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Напишите, какой рисунок вам больше всего понравился. И пока-пока.